Поскольку Соединенные Штаты благодаря администрации Байдена сосредоточены исключительно на конфликте в Восточной Европе, который практически не имеет к нам никакого отношения. Латинская Америка разваливается. С точки зрения среднестатистического американца, Чили сейчас находится в упадке и настроена антиамерикански. Таким образом, Бразилия является единственной крупной экономикой в этом полушарии, которая остается проамериканской. У них масштабная экономика, 9-я по величине в мире. Бразилия обладает одними из самых больших запасов ценных природных ресурсов на планете. Итак, если вы заботитесь о будущем Соединенных Штатов, вы должны заботиться о будущем Бразилии. И вы, безусловно, должны знать о постоянных попытках Китая превратить Бразилию в китайскую колонию. Сегодня президент Бразилии Жаир Болсонару является единственным проамериканским лидером, оставшимся в Латинской Америке. И все же в течение первых 1,5 лет своего правления наш президент Джо Байден полностью игнорировал его существование. Если уж на то пошло, Госдепартамент был настроен враждебно по отношению к администрации Болсонару. Но недавно Байден наконец-то встретился с Болсонару в первый раз на саммите Америк. Филиппе Мартинс, старший помощник президента Болсонару, и мы рады, что он присоединился к нам сегодня вечером. Мистер Мартинс, большое спасибо, что пришли. Итак, ваш президент наконец-то встретился с американским президентом. Как вы думаете, учитывая, что Бразилия является крупнейшей экономикой в Латинской Америке, почему это заняло так много времени? Как вы и сказали, Бразилия – это очень большая страна. У нас сильная экономика, одна из 10 крупнейших экономик мира. Так было последние 30 лет, и с Бразилией всегда считались. Но последние 2 года у нас были трудности со связью с Вашингтоном, главным образом с Белым домом. Я имею в виду связь с государственными и другими ведомствами. Сегодня наши ведомства общаются довольно плотно. Я думаю, что причина, по которой мы потеряли так много времени, заключалась в позиции президента Болсонару касательно выборов в США. Результаты должны решаться американцами, и он не хотел вмешиваться в выборы только потому, что CNN и другие медиа, телеканалы делают это. Поэтому он подождал, когда все закончится, он признал выбор американцев. Он был на стороне Байдена, но не вмешивался в нашу политику. Он сказал, пусть американцы решат сами, и я поддержу их выбор. Он не хочет вмешиваться, он уважает американский суверенитет. Соединенные Штаты, напротив, за последние 10 лет получили очень богатый опыт вмешательств во внутренние дела других стран. Мы только что пытались сделать это в Венгрии. И мы, конечно, сфальсифицировали выборы в Украине в 2014 году. Предстоящие выборы в вашей стране могут иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов. Другой кандидат открыто выступает на стороне Китая, он величайший противник Америки, он абсолютно прокитайский. Получает ли ваша администрация какую-либо поддержку от администрации Байдена? С 2009 года Китай завоевывает позиции здесь, в Бразилии, и Лула да Силва очень открыто говорит о своей позиции. Не только о поддержке Китая и других сверхдержав в нашем регионе, но и о поддержке террористических группировок, о поддержке организованной преступности и о поддержке диктатур, таких как Венесуэла, Куба и Никарагуа. И да, я думаю, что на этой встрече, которая у нас наконец состоялась, мы смогли наконец немного продвинуться вперед. Для этого потребовалось слишком много времени, но наконец, когда президент Болсонару смог обсудить это вместе с президентом Байденом и напомнил ему, кто такой Лула да Силва. Среди достижений Лулы да Силвы невероятное количество коррупционных скандалов здесь, в Бразилии. Он ответственен за коррупционные скандалы на сумму более 8 триллионов бразильских реалов. Это около 2 триллионов долларов только за время его правления. Итак, наш президент рассказал это президенту Байдену. Он объяснил, как это может отразиться на Америке. И я думаю, что президент Байден понял, что для США, для президента Болсонару и демократии в целом лучше помочь установлению адекватного правительства. Лула да Силва, который снова баллотируется, кажется, даже сидел в тюрьме за коррупцию. Да. Я ценю, что вы поговорили с нами. Мы скоро снова увидимся с вами в Бразилии. Спасибо. Мы ценим это. Филиппе Мартинс работает на человека, с которым, как мы уже говорили, мы скоро встретимся. Это президент Бразилии Жаир Болсонару. Мы очень скоро расскажем вам еще больше о том, что там происходит. Наши репортажи из Бразилии будут идти всю следующую неделю.